тот день, когда я видел его урок, я видел музыку. Я видел музыку. Это то, что я искал, когда был ребенок. Все мои попытки показать музыку. Не просто тактировать, а показать выражение, содержание музыки. Это было, наверное, самый красивый день у меня в жизни. Я люблю сравнить Илья Александрович с Исааком Ньютоном. Ньютон кодифицировал законы физики, законы космоса. Эти законы идут под названием законы Ньютона, но это не значит, что Ньютон придумал эти законы. Он просто понял и написал на бумаге. Я думаю, что это буквально то, что Илья Александрович сделал для искусства дирижирования. Он понял все правила, законы, которые регулируют вот это искусство. Впервые создал такую систему для преподавания дирижирования. И это, безусловно, драгоценный материал. И я думаю, что мой долг, как ученик при учителя, это сохранить и передать. Я стараюсь распространять, донести школу музыки везде по всему миру, потому что я считаю, что такая система не имеет аналогов в мире. Благодаря Илье Александровичу изменилось значение слова «техника». Техника – это уже взаимодействие с музыкантами. У дирижера есть представление в голове, естественно, как это должен передать оркестр. Тоже объединить, сделать из 60-70 человек только один большой инструмент. И это, безусловно, очень сложно. Это как шаман. Должен передать между то, что композитор, как он трактует, как это проходит у оркестра. И это сложно. Я закончил фортепианный факультет там, в Италии. И буквально спустя несколько недель после окончания консерватории я встретил в Палермо у себя такой русский дирижер был Андрей Чистяков. Я ему сказал: ты знаешь, когда я был маленький, мечтал этим заниматься, а сейчас... А он мне говорит: если ты хочешь это делать, есть один педагог в мире, это Илья Мусин. Я вообще никогда не слышал это имя, фамилия. Ну, тогда был железный занавес, да? И пришел один день в Петербурге здесь на прослушивание, чтобы Илья Александрович меня взял в классы. Никогда не забуду, это было 17 февраля 1989 год. Мне пришлось дирижировать при Александре. А я до этого никогда не дирижировал. Никогда. Даже не знал, что были с кем тактировали. Ничего не знал. А я дирижировал как мне изнутри. Потом, когда я приехал учиться, я видел, что там это целая наука, которую я не знал. Поэтому у меня депрессия была. Почему Илья Александрович меня взял в классы? И я спросил у него: Илья Александрович, почему вы меня взяли в классы? А ему так было смешно. Помните, когда вы пришли здесь на прослушивание? Ну, конечно, помню. У вас ничего не получилось. Мне говорит. И мне показал так рукой: 0. Ну, понятно. Но тогда почему меня взяли? Потому что
я понял, что вы глубоко чувствуете музыку и умеете это передать. А это редкий дар, поэтому я вас взял. Вот Эннио Никотра, он занимается у меня 3 года и гастролирует по всем городам нашей страны. Он, мало того, что хороший дирижер, он хороший очень товарищ. Вот мы с ним дружно. И мы вместе были в Сиене летом. Он мне там даже помогал, и как переводчик, и как немножечко даже дополнительно занимался с моими этими самыми майстерзингерами. Думаю, что он мне помог вытаскивать то, что уже у меня было внутри. Он просто мне помог разобраться. И я видел, как он дирижировал, я вдруг нашел все ответы, которые я искал, когда я был маленький ребенок. Знаете, это тот день, это был какой-то мост, который соединил с годами моего детства, да? Это было потрясающее ощущение. Учтите, что это полонез. Ну, вы видали, как ходят полонез, как торжественно идут. Все не так, как идут, знаете, куда-нибудь с авоськой в магазин, а, так сказать, вот торжественно ведут. Вот этой торжественности вам не хватало. Вы слишком занимались этой самой всей техникой. Ну, чтобы показать. Вот, пожалуйста, давайте сейчас вам покажу вот этот полонез. Он был самый молодой в классе. Даже если он за 90, я считаю, что он был самый молодой, самый веселый. Много рассказывал, особенно о тех дирижерах, которые приезжали гастролировать в Петербурге до 1936 года. Рассказывал, я помню, как Кнаппельсбуш должен был дирижировать 3-ю симфонию Бетховена, и он говорит, ну не буду я это с вами репетировать, потому что вы хорошо знаете, я уверен, я тоже хорошо знаю, поэтому это будет прямо на концерт. И репетировать что-то другое. Но он забыл сказать, если нужно было сделать повторение или нет. Говорит, что на концерт была такая каша. Просто. Первый учитель был мой Николай Андреевич Малько. А второй учитель – это Ленинградская филармония. Потому что я был каждый день на репетиции филармонии и видел, слава богу, таких дирижеров. Я их насчитал больше 45. Такие как Лемпер, Вальтер, Абендро, Клейбер, такие все. Вот на этом я, очевидно, учился. Потому что я еще не был дирижером тогда. Я в 16 лет первый раз услышал оркестр. Я не знал, что такое симфония Бетховена до тех пор, пока я не приехал в Ленинград. Есть такая фраза, когда ученики слышат по коридору шаги учителя, они уже внутри готовы слушать. Они подготавливаются внутри, слушать, что будет. Это было такое ощущение каждый раз. Это человека, который мы все любили. Все любили.